Утро понедельника, 15 августа. Ночью было прохладно, вон лодка сдулась, хотя я подсдуваю все время вечером. Но сдулась она конкретно. Хорошо, что взял такой спальник. То еще думал, летний взять. Нет, у нас лето это недели 2. Заряжаются гаджеты. Надо переложить на солнце. Буду яйца с огурцами делать. С майонезиком, с чесночком. Очень хорошее утреннее блюдо. Чайник уже один вскипел. Кто-то там едет. Рыбаки приезжали, зажигалки у них нет.
Вот такое блюдо. Яйца, огурцы, чеснок. Очень вкусное. Есть яйца, это тоже надо уметь. Не все умеют. Всю жизнь можно прожить и не узнать всех способов, как яйца готовить. Это поистине бесконечная вселенная метода приготовления яиц. О, хорошо сварились. Это яйца красная цена. Как я и говорил, все, что у нас делают не руками, есть шанс, что не испорчено. Так вот и яйца. Хорошечко. Очень важно после того, как разбита скорлупа, яйцо опустить в воду, чтобы вода попала туда, под скорлупу. И тогда вот эта вот пленочка, которая есть на яйцах, она отходит намного проще. Ну и варить их, конечно, надо не переваривать, а то эта пленка прилипнет. Яйца. Диетологи считают, что в день человек должен съедать 3-4 яйца. Ну, я 4 редко ем, чаще 3, а то и 2. Но я стараюсь почти каждый день есть. Не каждый, но часто. В них много полезных элементов. Есть сера, даже серебро есть в яйцах. А это удивительно. Зачем нам серебро? Просто нужно. В нервной ткани содержится, какую-то функцию там выполняет. Поэтому, чтобы нервы свои сохранить в хорошем состоянии, надо яйца есть. Желательно с чесноком. Не досмотрел скорлупки. Теперь яйца надо помельчить. Помельчить. Ножом. Салатик такой получается утренний. Ой, что-то закашлялся. Это есть петрушка. Она уже такая вялая. Возле костра лежала, подвяла.
чуть-чуть украсить зеленью. Можно. А потом я в суп какой-нибудь добавлю. Всю посуду, ложки обдаю кипяточком. Прежде чем есть. Мало ли ночью мыши, может, ползают по ним или еще кто. Вот красный перец, каенский перец. Не все, конечно, выдерживают его остроту. Не все. Но вот к этому надо стремиться. Соль. Маловато осталось. Ну ничего, у меня там еще есть килограмм соли. Хватит, но буду сегодня досыпать в расходную емкость. Ну и вот. Что-то в этот раз много продуктов с селяночкой. Что это за селяночка такая? Где это делают, я не знаю. Улица в Кирове делают. В Кирове я был один раз. В принципе, продукты мне там понравились, неплохие продукты. И вообще местность такая интересная. Вот, перемешивается все делом с чесноком, с перцем, с солью. Там чайник не кипит. Нет. Чтобы равномерно распределились все ингредиенты. И после этого можно есть. Надо попробовать сначала, что не хватает. Ну, все хватает. И соли достаточно. Огурец придает свежесть, а яйцо сытность. А перец и чеснок дарят нам приятное ощущение. Ну, чеснок, кроме того, еще обеззараживающим свойством обладает. Да и перец, он тоже целебен, организм настраивает, борется с воспалением, укрепляет сердечную мышцу. Пищеварение регулирует. Потому что когда сменяется обстановка, вода другая, бывают сбои пищеварения, запор. Мозговой понос, болезнь путешественника, как бы антипод медвежьей болезни. Может, можно еще поперчить немного. Чеснока там 2 зубца.
Да, в прошлый раз у меня перец рассыпался, поэтому я аккуратненько его посолить можно слегка. А вот чеснок. Нет, чеснока там достаточно. Огурцы были страшные такие в магазине. А остальные пластмассовые. Я думаю, возьму лучше страшные, но более такие жизненные. А не эти пластмассовые, тепличные. И правда, огурчики-то упругие такие, ароматные. Все, что надо. Овощи все свои разложил там в палатке. Стала палатка овощехранилища. Чтобы они не задыхались в пакетах. А яйца не сказать, что они какие-то прям очень хорошие. Ну, обычные. Конечно. Есть там всякие домашние, с большими желтками. Ну, что-то это надо искать еще, где-то что-то. Ну, вот этот завтрак, яйца там сварил, чай. Это все несколько веточек гнилых, для костра вообще непригодных. Тот же вот майонез взять. Его как бы применение разнообразно, но с чем-то он хорошо идет, с чем-то можно без него обойтись. Но здесь как бы он очень уместен. Вот у нас только майонез знают, а этих соусов море, всякий лайонез, прочее. Очень вкусно. Конечно, это не сублимат, но я и не на Эвересте. Даже сам сок майонезно-огуречный очень вкусен. Может, из-за того, что там желток яйца есть немного. Майонез не сам по себе, а с чесноком, с перцем. У нас многие боятся вот острого. Думают, что если перец острый,
То есть типа язву вызовет, еще что-то. Жгучий, прожжет им там желудок. Все такое пресненькое. Кашка, геркулесик. Нет, это я не признаю такой подход. Неинтересно так. Как будто эти люди будут жить дважды, а то и трижды. Так берегутся. Для чего? Во-первых, никакого вреда в чесноке и в перце нет. То польза. А второе, да даже если там был вред, второй раз жить не будем в этом теле. Это расходный материал. Так дрожать, бояться за него. Не стоит оно того. Язву, понимаешь, бояться. А водку хлещет, при этом пиво, а язву бояться. Да ну? Пойду посмотрю, что там с чайником. Так. Кипяточком. Чаек. О, сколько посуды. И такая, стекая. Все должно быть чистым. Теперь пришло время чай попить. Сначала-то переливать надо. Ох. Насыщенный. Да. Узбеки только 3 раза переливают. И они в этом деле смысл в чем? В том, как чай пить, как дыни есть, лепешки как есть. Там разбираются. Да. Поплыву сейчас, проверю вершу. Если до меня никто не проверил там. Хотелось бы, конечно, красноперочку там. Красноперочку вкусно. Поесть. Ой. Ну, вот завтрак. Печка мне помогла как. Чай сделал, 2 чайника вскипятил. Яйца сварю. Газ не использовал. Газ на крайний случай. Вообще у меня сейчас есть с собой 3 баллона газа. Ну, это по утрам чай заваривать. Ну, и в каких-то других ситуациях. А так в основном печь. На костре еще пока только компот я варю. Вот сегодня, возможно, еще сварю компот. Поставил 5 литров воды. Пока суть до дела, 2,5 осталось. 2,5 литра воды выкипело, пока этот компот варился. Но насыщенность, прям не компот, нектар получился. Да, хорошо. Чаек попить с утра очень хорошо. Пойду сейчас проверять.
inspire les résultats définitifs des législatives? La bataille pour la présidentielle de 2024 est-elle relancée? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. C'est un vieux serpent de mer. Le débat sur le droit de vote des étrangers en France vient d'être relancé par le député macroniste Sacha Houlié. La droite et l'extrême droite s'insurgent. Eddie Divin, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour à la dynamique équipe de l'émission et aux autorités de la RFI. C'est gentil, vous nous appelez le Kinshasa en RDC. À mes côtés en studio, Lucille Gimbert, journaliste au service politique de RFI. Bonjour Lucille. Bonjour à tous. Eddie, on vous écoute, vous avez la parole. Merci. J'ai vu qu'un député français avait déposé une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers au municipal. Dans mon pays, seuls les Congolais ont le droit de vote. Voilà pourquoi j'ai envie de savoir. Est-ce que le droit de vote des étrangers pour les élections municipales existe déjà dans d'autres pays du monde? Lucille. Alors dans l'Union européenne, d'abord, les étrangers non européens ou non communautaires, comme on dit, peuvent voter aux élections locales dans la majorité des pays. La France est donc plutôt à la traîne à ce sujet. C'est en général soit sous réserve de réciprocité des pays d'origine, par exemple en Espagne ou au Portugal, soit une durée закинуть так можно довольно высоко. c'est le cas en Belgique, dans le nord de l'Europe par exemple, et cette durée de résidence légale minimum peut aller de quelques mois à 5 ans. Ailleurs dans le monde, il y a des États qui donnent ce droit parfois aux ressortissants dans leurs anciennes colonies. Par exemple, le Royaume-Uni autorise les personnes originaires du Commonwealth à voter, et pas seulement dans le cas au municipal. Pour ce qui est d'Amérique latine, le droit est plutôt reconnu aux étrangers de manière globale, alors qu'en Asie ou en Océanie, il y a quelques exceptions, quelques expériences, la Corée du Sud, Jérusalem-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong. Et en Afrique, alors d'après le politologue Hervé Andrès, il y a au moins 9 pays sur une cinquantaine qui l'autorisent. Et par exemple, on peut citer le Maroc, le Burkina Faso et le Malawi. Et vous avez une autre question pour Lucille Gimbert. A-t-on vraiment une chance de voir cette proposition de loi aboutir? Si elle était adoptée, à quel critère devrait répondre à une étranger pour se voir accorder le droit de vote? Alors en France, le sujet revient régulièrement depuis 40 ans, vous le disiez, c'est une revendication historique de la gauche, c'est même une promesse qui n'a pas été honorée par les anciens présidents socialistes François Mitterrand en 81 et François Hollande en 2012. À l'inverse, la droite et l'extrême droite, elles, s'élèvent contre l'idée de donner le droit de vote aux étrangers. Enfin, pas tous. Il faut se rappeler que, par exemple, Nicolas Sarkozy y était favorable. Сейчас поздоровее кирпич вот такой. Pas pousser l'initiative une fois qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, la proposition du député macroniste Sacha Houlié a suscité une levée de bouclier de LR et du RN. Ça veut donc dire qu'on peut donc en déduire qu'il ne le voterait pas au Parlement. La seule possibilité d'aboutir serait donc que la majorité reprenne le texte de Sacha Houlié et le vote avec la gauche. Il restera toujours l'obstacle du Sénat, vous me direz, oui, car la droite est majoritaire, d'où l'idée du maire de Dijon et ancien socialiste François Rebsamen. Il s'est exprimé ce week-end dans le JDD à ce propos et lui, il propose que la majorité reprenne la proposition adoptée par les sénateurs socialistes en 2011. On voit bien que ce sujet vient de loin et revient régulièrement et envoie cette proposition déjà adoptée par le Sénat directement à l'Assemblée. Mais ce ne serait pas la fin des obstacles pour autant. Non, parce que pour donner le droit de vote aux étrangers en France, à tous les étrangers, il faut modifier la Constitution. Et ça veut dire qu'il faut obtenir soit un vote du Congrès, c'est-à-dire les 3/5 des députés et sénateurs réunis, soit un oui par référendum. Alors là, la majorité des Français y est favorable, mais c'est pas sûr qu'il y ait la volonté politique de l'organiser. Du côté de l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà fait savoir qu'il était contre. Quant à Emmanuel Macron, cela n'était pas dans son programme de campagne et jusqu'à maintenant, le chef de l'État a dit qu'il préférait favoriser l'accès à la nationalité française plutôt que d'accorder le droit de vote aux étrangers. Et si l'initiative prospérait, à quelles conditions un étranger pourrait donc voter au municipal? Alors, pour ce qui est de la France, ce serait une loi organique qui définirait ces modalités, donc on ne les connaît pas encore, mais on peut imaginer que ce seraient les mêmes critères que pour les ressortissants de l'Union européenne, qui eux peuvent voter aux élections municipales depuis 92, c'est le traité de Maastricht
qui leur a donné ce droit. Actuellement, pour qu'ils puissent voter, les ressortissants de l'UE doivent avoir résidé légalement et habituellement en France pendant les 5 dernières années, les 5 années avant l'élection à laquelle ils pourraient y participer. Merci beaucoup Lucie Gimbert pour ces explications et à très bientôt sur l'antenne. Eddy, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Kinshasa. Un mois après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO, le Mali a réussi à lever plus de 277 milliards de francs CFA grâce à un emprunt obligataire sur le marché financier régional. Amidou, bonjour. Bonjour Chantal et à tous les auditeurs de la RFI. Vous nous appelez de Ouagadougou, au Burkina Faso. En ligne avec nous, Pierre Jacquemot, bonjour. Oui, bonjour. Ancien ambassadeur de France, vous êtes économiste en études africaines, vous avez publié L'Afrique des possibles aux éditions Cartala. Amidou, quelles questions avez-vous envie de poser à Pierre Jacquemot? On vous écoute. Ok, effectivement, la semaine dernière, nous avons appris que le Mali a levé un emprunt de 270 milliards de francs CFA. Mes questions sont les suivantes. Sait-on comment cet argent va être investi? Les autorités maliennes doivent-elles apporter des garanties aux prêteurs? Alors Pierre Jacquemot, est-ce que cet argent va être investi ou est-ce qu'il va plutôt permettre à l'État malien d'éponger sa dette? Malheureusement, c'est bien la deuxième solution qui va... Теперь отдадим подняться повыше. Comme vous l'avez dit, Ее натягивает туда веревочка. a dû lever les sanctions dont il était pénalisé le 3 juillet dernier, mais pendant ce temps, le pays a été en quelque sorte entravé dans son développement économique et financier par la CEDEAO. Et ses avoirs auprès de la Banque centrale, des États de l'Afrique de l'Ouest, ces avoirs ont été bloqués. Donc pendant cette période, le Mali a continué d'accumuler ses arriérés de paiement, donc de gonfler un peu. Вот решил побаловать себя овощным супом. Капуста есть, морковь, лук, свеколка, несколько картофелин. Вот из этого я сейчас постараюсь сделать какое-то интересное блюдо. На печке буду готовить. Слушать радио, готовить себе суп. Борщ и щи. То есть там и свекла будет, и капуста. Конечно, это не полноценный борщ. Но для походной местности, он куда я задрал антенну, сойдет. Ну и растительное масло будет использоваться. На печке сейчас приготовлю. Побалуюсь супчиком. Потом, может, купаться пойду. Сегодня небольшой ветерок и облачно. Ездил, проверял вершу. Но ничего. Ничего там и нет. Переставил чуть другое место. Вот лодка. Надо ее проверять, чтобы не раздулось сверх меры. Потом попробую. Покидал спиннинг тоже. Как вчера, конечно, такого монстра не было. А вчера поймал еще одну щучку. Ну, маленькую. Я ее выпустил. Не сразу она ожила, но потом ожила и уплыла. Таких я не беру маленьких. Потому что это грех. Солнце через тучи пробивается, через облака. Но зарядка идет. Идет зарядка себе. Сейчас зарядятся основные, а именно фонари Powerbank. Это основные потребители. Потом поставлю от радио батарейки заряжаться. А радио сейчас работает на аккумуляторах. Вон там лежат.
Да, это аккумуляторы довольно емкие. От батареек работает вот один день, с утра до вечера. А от этого, я думаю, будет побольше работать. Овощи почищены, помыты. Теперь осталось нарезать капусту. Ну и варить ее минут 40. Под конец картошки прибавить. И обжарку. Сейчас буду заниматься этим делом. Пусть потушит немного сковорода. А я пока готовлю. Что сначала у нас будет морковь. Морковь. Лук и морковь. Самые целебные овощи. И свеколку я немного тоже обжарю, прям вместе с морковью, чтобы она закрепила свой цвет. Посмотрим, что получится. Уксуса я не брал, что-то опять забыл. Главное, что я забыл соевый соус. Так почти целый час по магазину ходил, что-то собирал. Устал с дороги, не выспался. Там храпел какой-то пассажир. Свекла так себе, дряблая. Вот это пойдет сначала жариться, а потом лук. А капуста уже стоит там на печке. Масло надо. И ложечку чем мешать. И вот эту вот петрушку я тоже думаю в суп задействовать, а то она совсем уж высохла. Да. Разогрелась, что надо, сковородка. Печь 400 градусов труба.
Хромодинамика. Желтый и красный цвет. Хоть и не квантовая, но все равно. А что там? Капуста? Нет, еще не кипит. А в трубе так и ревет поток раскаленного газа. А сейчас морковка с свеклой слегка обжарится. Чего я раньше свеклу не брал? У нее своеобразный земляной запах. А мы все от земли. Как был в Камбодже такой любимый руководитель Пол Пот. Он говорил так: все мы дети рисового зерна. И переселил из городов всех в село, чтоб рис там растили. А потом они там мотыгами друг друга убивали. И вместо удобрений людей закапывали в почву, в землю. Сейчас там музеи существуют, мемориальные. Там тысячи и тысячи пробитых мотыгами черепов. И спрашивается, как же так, как допустили? А вот так. Допустили. У нас тоже на Колыме на какой-нибудь покопайся, там мерзлота. Еще не то найдешь. Но ничему не учит история. Опять на те же грабли. С удовольствием. Что поделаешь. Наша судьба, видимо, такая. В Камбодже, кстати, тоже не все здорово, да? Как она сейчас называется, как по-другому? Или может это Бирма, Мьянма, Кампучия, Камбоджа. Все вот эти страны. Там все время Лаос, нищета, болезни, наводнения. Плюс еще всякие вот такие режимы, типа Пол Пота. Только вот Таиланд один. Ну и Вьетнам сейчас вроде как-то выкарабкивается. А вот эти все нет. Там страшно. Не скоро они еще оклемаются. Вот, технология такая. Тут варится капуста. Она дольше всего варится. Пока она варится, я делаю обжарку. Сначала обжариваю морковь и свеколку. Это туда. Капусте это все пойдет. Потом обжариваю лук. Ну и картошку кладу где-то через минут через 20, после того, как закипит капуста. Потому что капусте варится как минимум 40 минут. А картошке, ну, около 20. Соответственно, вот, чтобы они приблизительно одновременно дошли до готовности, надо такой зазор временной создать. Паузу, так сказать, выдержать. А иначе картошка вся разварится. Конечно, может и не в труху, но... А капусту ее сколько ни вари, ничего плохого с ней не станет. Ой, радио захрипело. Надо выравнивать еще лучше печь.
Люблю я капустный запах. О, уже закипает. Все, тут хорошо. Такая она красивая капусточка. Ароматная. А то сублимат, понимаешь, какие. Нет, понятно, когда люди идут на Эверест или куда-то там в тяжелые походы, серьезные, не матрасные, как вот это вот, то там не обойтись. Ну, если я на лодке, меня ничего особо по весу не ограничивает, чтоб не взять нормальной еды с собой. Он вчера поймал здоровую щуку. Потом, правда, еще одну поймал, но ту и отпустил, она маленькая была. Весь день ее ел, еле-еле съел. Ну а что делать? Если ее оставить, она испортится. То есть 2 килограмма это на человека предел щуки. Предел. Тяжело съесть. Уже через силу. Хотя и рис приготовил вчера. Приготовил рис и уже вечером с рисом ел эту щуку. Ну и риса тоже надо больше готовить, а то я приготовил только одну порцию. Это не очень хорошо. Потом опять готовить. Надо побольше. Ну, теперь я уже приноровился, меры риса. Я знаю, сколько надо. Пускай обжаривается морковочка со свеколкой. Когда она обжарится, у нее совсем другой аромат. Все так, мясо, мясо, мясо. Да нафига оно нужно? Понятно, человек растет, там ребенок, все. Там, может быть, и нужно мясо. Но когда человек уже взрослый, ему этих белков надо не так много. Это скорее просто какая-то зависимость. Именно от вкуса вот этого. А в зависимостях ничего хорошего нет. А чё бы это не было зависимости? Вы правильно поймите, я не против мяса, нет. Я против фетишизации какого-либо продукта. Неважно, там, мясо, водки, икры, там, еще чего-то, колбасы. Надо к этому подходить разумно, спокойно. Но если замечаешь за собой, что вот ты к чему-то особенно сильно привязан, не можешь без этого, значит, попытаться от этого избавиться. Потому что это слабость, не свобода. Как там один выдающийся политический деятель, не помню уж как звать его, сказал: свобода лучше, чем не свобода. А еще раньше до него сказали: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Или там еще подметили, что зимой идет снег. Ну и так далее. Как известно, зимой идет снег. А свобода лучше, чем не свобода. Эх. Вот. И основная свобода — это от всякого рода зависимости свобода. Я уж не говорю про алкогольные, наркотические. Это вообще страшное дело. Хотя так подумать, у нас сейчас существенный процент населения зависим от алкоголя. Все это пиво, водка, везде и всюду. После работы все расслабляются там по дороге домой. Бутылочку пивка. По выходным уже так нормально выпивают. Типа имею право, я ж трудился. И вот так вот и живут. Это считается нормально. Это масса населения так живет. Имею право.
Конечно, что, какой мыслительный, так сказать, процесс в таких головах, один Бог знает. Я думаю, что он очень осложнен, этот процесс мыслительный. Ладно, там человек курит, это для здоровья вредно, да, но это не делает его тупым. Эйнштейн он там курил, Нильс Бор и другие многие ученые. И это не помешало им как бы соображать хорошо. А вот если бы они пьянствовали, то вряд ли бы они там смогли теории разные выдвигать. Но была бы теория одна. Хотя тому же Нильсу Бору Карлсберг, по-моему, пивоваренная компания. Карлсберг. Может, я сейчас ошибаюсь, не Карлсберг. Он же датчанин был, датский человек, в Дании жил. Когда он прославился, как великий физик, теоретик, ему провели прямо в дом пивопровод. У него был краник, пожизненно ему. На потомков уже не распространялось, а ему пожизненно. Бесплатное пожизненное пиво. Казалось бы, предел мечтаний для многих из наших сограждан. А он нет, он не квасил с утра до вечера. Там Эйнштейн приедет к нему в гости, они по кружечке выпьют и идут обсуждать, играет Бог в кости, не играет. А не то, что напились там и забыли про все нелокальности квантовые. سال پیش همان دقایق سقوط کابل، همان لحظه که طالبان به کاخ ریاست جمهوری ویرش شدند. Свеколка и морковка уже тут. Вот они дают какой цвет интересный. Супчику все разваривается. И там эти лодочники с моторами тарахтящими очень напрягают. Конечно, это не то же самое, что весной. Вот какой цвет благородный получается. И масло такое, желтенький свет плавает. Вот, пусть разваривается супчик. А тут лук. Это в последнюю очередь будет добавляться. Может даже чуть маслица добавить. Масло опять же кукурузное. И опять селяночка. Что-то мне на эту селяночку сельское, родное. Вот. Чуть-чуть маслица прибавить. Лучок пожарю. И будет, значит, там капуста, морковь, свекла, картошка и лук. Ну, там перец добавлю красный, черный. Такой суп можно есть с майонезом. Можно и без майонеза. Но это будет то ли щи, то ли борщ. В общем, какой-то капустно-свекольный суп. А то еще запретят борщ варить. Кто их знает. Надо, пока есть возможность, наслаждаться. Ну и вот экономия какая. Какие-то палочки, веточки. Наложил туда и, пожалуйста, полноценные блюда готовятся. А там этих веточек и палочек
Достаточно много. На мой век хватит. Вот, поэтому при длительных выездах на природу, ну, больше, чем неделя, скажем, а у меня будет как минимум 2 недели тут, робинзонада, очень хорошо иметь печь. Газ тоже можно, но на 2 недели газа не напасешься. Это уж слишком много газа надо. Была у меня такая мысль договориться тут с местным жителем, чтобы у него хранился газовый баллон. Я такой приезжаю, беру баллон 5-литровый и готовлю тут на газу. И так, и сяк. Есть разветвители специальные, можно несколько горелок ставить туристических на этот баллон. Но тоже не все умеют, как бы не понимают. Пытаются через лягушку подключать, ну, через этот редуктор к туристическим горелкам. Но толком не работает. Берут вот эти плитки. Плитки тоже, они, пламя там задувается. В общем, надо понимать, как делать. Баллон этот 5-литровый к туристической горелке надо подключать напрямую и регулировать поток уже самим краником. Никакие редукторы там не надо использовать. Либо можете использовать редуктор сварочный, который на промежуточное давление рассчитан. Чтобы там не 16 атмосфер у вас в шланге было, а, скажем, там 2-3. Ну и шланги, соответственно, надо использовать подобающие. В общем, это все надо понимать, соображать, и тогда можно и с 5-литрового, и хоть с какого угодно баллона туристические горелки удобные, которые ветром не задувают, использовать, а не эти плитки какие-то для дачников, которые... Надо все это понимать. Ох, какая музыка хорошая. Иран. О, уже запах лучка. Про Талибан что-то там рассказывают. Еще чеснок будет там, чеснок, конечно же. Говорят, что за 10 минут до конца приготовления чеснок надо закладывать. Посмотрим. А я, может быть, сделаю как? Сейчас лук пожарится, я сниму сковороду, она чуть-чуть подостынет, и я туда положу чеснок, чтобы само масло, вот в это масло, не только от лука, но и от чеснока перешли все ароматические ингредиенты. Аромат нежный, чесночный. Пусть. Вот на печке, это не горелка. На ней такое приготовление равномерное, ничего не подгорает. Вот, то есть сейчас после этого картошка, закладывается лук в самом конце, вместе с чесноком, в самом. А картошку вот уже сейчас скоро можно будет закладывать. Это интересно, в Иране кто-нибудь ходит в поход, слушает там какое-нибудь русскоязычное радио? Вряд ли. Не думаю. Сейчас уже картошку можно. Комаров практически нет. Напрасно я набрал все эти спирали. Вечером чуть-чуть появляются там единичные. О, уже такой запах идет благородный оттуда.
اما امروز خیلی دیگر خود کنید که چی بگویم دیگه کنید ما بخیر هستیم ما در دنیا افغانستان هستیم ما بخیر هستیم انسان هستیم چرا ما مشکل نداریم من چه میگوید Вот Александр Македонский в Персию прибыл, был поражен, конечно. У них все там в Македонии было строго по-военному. А тут дворцы, гаремы там. Еще только вся вот эта азиатская роскошь невероятная. И он был поражен. Ну, что, молодой человек, у него мысль-то о чем? В том числе об этом. А там такие красавицы. Тогда не было национализма такого в нашем понимании. Ну, просто вот, ну, вот персы, а вот греки. Конечно, они понимали, что они различаются. Но Александр Македонский взял и женился на персидской принцессе. Он там на ком только не женился. Никакого расового отторжения не испытывал. Пытался эллинов с азиатскими народами, в том числе даже с индусами, совместить. Устраивал для солдат своих массовые свадьбы там с местными женщинами. Ну, эллинизм получился. Вот что делать. Эллинизм. Даже в Индии есть легенда, где-то там в штате Химачал-Прадеш, где Гималаи, есть деревня Малана, очень знаменитая, что там гашиш какой-то особый делают. Все туда едут за этим. Вот, и якобы жители этой деревни — это потомки солдат Александра Македонского. Точно, это, конечно, неизвестно, так они сами так об этом рассуждают. Может, и потомки, кто знает. Вот, Александр Македонский, он привез из Азии грецкий орех, из окрестностей Иссык-Кули, откуда-то оттуда. Поэтому он и грецкий, на самом деле он из Киргизии. Вот это птицы. Так, что нам еще надо? Чеснок. Удивительно. Птицы-скрипуны. Чеснок, перец. روز شنبه در کابل که زنان آمدن زمانی تجمع با دخالت خشونت‌آمیز نیروهای طالبان. Да, суп я поел. Очень вкусный суп оказался. Буду теперь пить чай с конфетами. Взял такие вот конфетки каракум. Ну, теперь их по чуть-чуть буду употреблять. Погода меняется. Тучки какие-то, ветерок. Спальник я вот там повесил сушить. Потому что 2 ночи не сушил, а сушить его надо все время. Потому что пух иначе сбивается и, в общем, уже не то. И вот он распушился, раздулся такой. Вот, конфетки каракум. Очень приятно с чайком. То есть я сахар не добавляю в чай, не прибавляю туда.
Просто чай. А отдельно сладости вполне можно есть. Ну, в меру, конечно, не слишком много. Хочу еще чайка. Вот почему термос. Даже не только на ночь оставлять теплый чай, а просто днем с утра заварил, ну я сразу литр заварил чая, сразу не выпил весь. Ну и остался у меня теплый чай, горячий даже. То, что надо. Температура. Тут надо, конечно, экономить. У меня еще сушки есть. Казинаки есть. Казинаки я даже не начинал. Народу, конечно, летом здесь много. Все это сожгу в костре потом. Костер я разжигаю, ну, часов 7-8, как уже темнеть начинает. Сейчас темнеет что-то около 8 часов с минутами. Это уже, как говорится, не месяц май. Поэтому нужен фонарь. Фонарь сейчас он зарядил. Заряжается повербанк. Заряжаются батарейки от радио. А радио на резервных сейчас работает. Почти не выключаем. Что-то там он пищит, бухтит. Ну, время от времени, как совсем начинается вот такое вот. Подхожу, перестраиваю, чтобы какая-то музыка там была. Тихонечко поет, нормально. Северную Корею сегодня поймал. Это вот только на Селигере редко, в Москве редко ловится. Там у них все под мудрым руководством. Неутомимые усилия, там сплоченность. В общем, там мощные, так сказать, заявления были сделаны. Что у них ковида не было, сообщили. По-русски говорят. Что ковид в результате мудрого руководства партии корейской, трудовой партии, по-моему. Вот. Под руководством этой партии они смогли не допустить в страну ковид. Теперь триумф руководителя празднуется по этому поводу. Вот, пойди проверь, мы не знаем, что они там допустили, что не допустили. Но триумф. И все это передают по радио. Смотрю, вон там ежевика растет. Но она еще не спелая, но там дальше были поспелее. Может, сейчас пройдусь, заодно дрова поищу к вечернему костерку. Смотрю, в каком состоянии ежевика. Грибы. Но с чего бы грибам быть, дождей не было. Сухо.
сухо, жарко. Вон масло у меня там под корнями дерева лежит, сливочное. Еще не открывал. Продуктов хватит, я думаю. Потому что сначала сейчас я овощи буду есть. Ну, иногда рис там, гречку. Но напор на овощи, потому что они портятся. Рис, гречка, надеюсь, не испортится. Рис, гречка — это как бы такой вот фундамент. Без него никуда. Что ни случись, а крупа есть, соль есть. То есть я тут с голоду не помру, это однозначно. Но вкусная пища, овощная, она на первую половину похода предназначена. Картошка, там капуста. Вот сварил сегодня. Просто вообще великолепно. Вкуснейшее блюдо, насыщенное такое. Хорошо. Попил чайку. В любой момент могу еще заварить. У меня там набран чайник. Есть вода. Запас. На любую потребность. В общем, и так уже постепенно обустроился. Вчера вот как-то себя чувствовал не очень хорошо. Голова болела. Вот акклиматизация, наверное, вот как бы еще не вошел в ритм. Сегодня уже, ну, третий день, в субботу я приехал. Ну, это день приезда, там не вполне считается. В воскресенье, вот вчера, весь день я тут пробыл. И сегодня вот уже понедельник, это, можно сказать, третий по факту, но второй как бы по ощущению день. То есть 2 ночи уже я тут провел. Луна, конечно, луна тут встает вот в той стороне. Сначала такой желто-оранжевый шар поднимается выше, выше, белее, белее. Полнолуние, видимо, такая огромная луна, но ветки, через ветки, то есть выходишь на берег, и ветки елки вот этой создают какие-то нереальные, как будто замок, картины такие, тени, а еще как горит костер, дым идет, и вот этот лунный свет. Ну, то есть тут, конечно, очень красиво можно увидеть. Ну, заснять это, конечно, на телефон проблематично. Это надо фотоаппарат с высокой чувствительностью, хорошей оптикой. А так, да, конечно, очень художественные были кадры, очень красивые. Ну, я рад, что могу просто это смотреть глазами. Ну, вот как поймал я вчера щуку огромную, ну, не то что огромную, но большую, 2 килограмма. Руками ее было не удержать, настолько сильная. Как я ее вытащил, как изгалился, как она меня не изранила крючком. Я ж прям вместе с воблером положил в лодку. Если бы она начала биться, мне бы там все бы разодрало крючком. Конечно, это ошибка такая, но другого выхода не было. Ничего не... Даже оглушить-то ее было нечем. Но вытащил и приготовил. Еле съел. Конечно, там чуть, наверное, может, после чистки чуть меньше, но голова еще здоровая. Но все равно 1,5 килограмма мяса, наверное. В 2 захода ел. А под вечер еще и рис сварил. С рисом, чтобы легче было. Съел. Ну а что делать с ней? Нельзя оставлять, нельзя. Ночью бы все, она испортилась. Она даже уже ближе к вечеру, когда я ел, уже немножко такой душок был рыбный. Ну, я разогрел. Ну, вроде ничего, нормально. С рисом-то. Хотелось бы, конечно, красноперку пожарить. Это вот чисто для жарки. А щука, ну, она, конечно,
ничего было, но уже немного жестковато. Все-таки это уже размер не то что килограммовый, вот которые самые нежные. Это уже такая... Не зря из них котлеты делают. Мышца, по сути, одна. Как она билась, прыгала там. Как не отцепилась вообще. Это вот воблер такой. Маленькие крючочки, но острые. Дешевый. 100 рублей на Алиэкспрессе этот воблер. Я их там купил несколько штук. Вот хочу про шнур сказать. Какой-то японский шнур. Ну, может, я фотку там приложу потом. Светло-голубого цвета. Milky Blue, молочно-голубой. Или молочно-синий там. Тонкий 0,13 миллиметра шнур. Восьмижильный. Но как летает. Я его специально поставил на маленький спиннинг. Потому что он короткий. Ну и там, конечно, на шнур влияет на заброс. Он стал бросать дальше, чем большой бросает. Вот это влияние шнура. Хотя и там, на большом, тоже шнур стоит. Но там не восьмижильный, там 4-жильный шнур стоит на этом спиннинге. Но тоже и GK, по-моему, какая-то японская там фирма. Хорошая. Я поразился вообще. Но тот, по-моему, шнур чуть потолще, 16, наверное, 0,16. И 4-жильный. Вот, все-таки тонкий 8-жильный шнур, это да. Ну что, у него нагрузка там 5,8, что ли, килограмм. То есть 6 килограмм рывок. Ну и, конечно, на нее 10-килограммовых там и больше щук ловить, может, и не стоит. Хотя, кто знает, может, и можно вытащить. Потому что все-таки она не рвет со всей там силы. Есть же амортизация, есть фрикцион на катушке. То есть верхний предел этой лески я не могу сказать. Ну вот 2-килограммовая щука, ну, правда, я на другую поймал, на 0,16. Никаких шансов оторвать такое нет. Вот, то есть 0,13 миллиметра, это какой-то 6-й, что ли, или 8-й номер по-японски. Ну, в общем, 0,13, 0,132 диаметр. И это вот, что нужно вот для этих условий, где щуки не очень крупные. И при этом это тонкий, хорошо летающий шнур. В общем, я впечатлился. Наверное, есть и получше какие шнуры. Может, можно было сюда и тоньше. Я не знаю, кто в теме, пускай посоветует. Напишите в комментариях, там, какие шнуры лучше. 8, 4. Ну, общий подход такой, что там, где много абразивной среды, то есть если возле дна он там трется, или по камням где-то, то это лучше 4-жильный шнур. Если вот вода просто такая, я посреди водоема ловлю, то там 8-жильный, потому что он нежнее, как бы более гладкий такой. Не так в кольцах свистит, как 4-жильный. Это тоже зависит от шнура. Вот тут, кстати, какой-то шнур валяется. Конечно, бывают рыбаки всяческие. Народу много народу. Ночью какие-то оры, крики, но далеко. Здесь вон до той стороны 3 километра по воде. Вот если так за остров зайти. Ну, здесь пролив небольшой, но там никого нет. Это там вот вторая стоянка, то, что называется. Ну, я вот отсюда наблюдаю, туда народ ездит. Если я бы там стоял, я бы уже не раз и не два пообщался бы против своей воли с кем-то. А тут ко мне приезжали только один раз. Сегодня вот рыбаки, 3 человека. И один из них сказал, что он сигареты-то взял, а спичек или зажигалки у него нет, а хочет закурить. Ну, я ему дал зажигалку. Он там закурил.
Ну и больше все отплыли, лишних вопросов никто не задавал. Все спокойно было. Не, ну конечно ловят, когда тут прям напротив моего места. Меня немножко напрягает. Потому что я хочу выехать, например, вершу проверить. Но не хочу, чтобы никто видел, где я буду вершу ставить. Тоже, конечно, я тут нашел эту вершу, да. Но потерять ее тоже было бы обидно. Я ее специально хранил в потайном месте, вот на том берегу. Под корнями там. Очень надеюсь на красноперок. Все-таки это деликатесное мясо. Нежное. Ну вот, спиннинг, да. Даже если я уже ничего больше вообще не поймаю за весь как бы поход. Такая щука это уже какое-то удовлетворение. Тем более сейчас в жару, летом. И вытащил ее. И двойное как бы удовлетворение. Без сачка. Опять повторилась та же история. Беру сачок, ничего не клюет. Поехал без сачка. На тебе рыба. Да какая. Вот что делать? Не брать сачок и выловишь рыбу, но не вытащишь? Или брать сачок, ничего не поймается? Вот как? Вот как тут решить? Как Витязь на распутье? Ну, сейчас у меня что остается по плану на сегодня? По плану у меня поиск дров будет сейчас. Надо найти несколько среднего размера таких полешек, что вечерком пожечь костер, можешь сварить компот. Потом будет вечерняя проверка верши, совмещенная с рыбалкой с помощью спиннинга. Еда у меня есть, там еще я 2 тарелки суп съел, там еще осталось 1,5 тарелки. Ну, почти на 2 литра котелок. Куда мне столько овощного супа? То есть вечером готовить ничего мне не надо. Чай только делать. Ну, компот. Нет, опять же, если, конечно, поймается красноперка, то тут планы будут изменены. И я буду жарить красноперку. Уж откладывать это надолго нельзя. Ну, сковорода свободная. Суп в кастрюле. Котелок для компота тоже свободен. Все, в общем, нормально. Печь работает отлично. Экономит очень мне труд. Уже собрать там несколько веточек таких. Это не то же самое, что бревна там таскать для костра. Вот тут несколько веточек лежало. Я даже не все сжег, вон там остались еще. И это для того, чтобы и суп сварить, и лук жарить там параллельно, и морковь с свеклой жарить. То есть так как бы интенсивно готовить. Ну а сейчас все, как бы она сама по себе выключилась, прогорела там все. Надо разжечь, вон кусок бересты, какие-то там веточки тонкие, все туда раз. Через 5 минут печь уже вовсю горит, даже раньше. Можно готовить. Нет, печь это вот, кстати, там я ехал, видел, тоже палаточники стоят. И из одной палатки труба идет. То есть не я один такой умный летом печь использую. Но они почему-то разместили в палатке эту печь. Казалось бы, сейчас и так жарко, а там еще с этой печью. Но может это у них баня. Вот только если это баня такая продвинутая с печью, тогда да. А готовить в палатке на печи летом, это, конечно, мазохизм. Ну, они наверняка не готовят на этой печке, хотя кто знает.
Баня. Ну, если б я нашел полиэтилен, в принципе, я даже могу взять тент свой. Он же для печки приспособлен. И там установить печь и парную там сделать. Это запросто. Ну, конечно, требует усилий определенных, просто надо переставить тент. Ну, это, в принципе, не так уж сложно. Не знаю, если захочется мне, может, и сделаю. Но пока как бы что-то не тянет мне это. И так жарко. Пойду, наверное, сейчас в скором времени тоже еще искупаюсь. Вода теплая-теплая. Да, особенно тут мелководье. Теплая вода. Ну, тут само место такое для купания не особо пригодное. Травы очень много. Рыба, да, ходит там в траве. А купаться там не очень. Так, окунуться чуть-чуть. Не то, что плавать часами. Да, ну ладно. Пора заняться и другими делами.